Как быстро и эффективно обучить продавцов правильному общению с клиентами? Когда-то у меня стояла задача, это была компания производственная в Украине, это была оранжевая революция, помните, да, 4-й и 5-й год. Там была ситуация такая, что нам надо было за короткое время, там просто было парализовано несколько месяцев, парализованы все госзаказы, которыми мы питались до этого. И нам нужно было за короткое время наладить коммерческие заказы. То есть надо было, грубо говоря, продавать в 5 раз больше начать. И тогда я впервые столкнулся с таким челленджем, как сделать так, чтобы твои продавцы начали продавать в 5 раз больше. И, кстати, когда я с этим столкнулся, я понял, что мои продавцы продавать особо и не умеют вообще. То есть это скорее не продавцы, это, знаете, такие аккаунт-менеджеры, которым приходят какие-то запросы, они эти запросы обрабатывают, и если клиент согласен, он покупает. Но как такового искусства продаж там не было от слова совсем. Да? И у меня стал впервые вопрос, как поднять в разы эффективность, потому что это был вопрос выживания. Соответственно, если вы хотите быстро обучать продавцов правильному общению с клиентами, то лучше обучайте их правильной продаже. Общение само по себе подтянется. Первое, что для этого надо сделать, надо им объяснить, рассказать про вот эти основные шаги продаж. Это выяснить, какое у человека, какая проблема, какую он хочет решить. Это презентовать ему решение, это уладить возражение и это закрыть сделку. Я сейчас даю очень простую, очень примитивную последовательность действий. Следующее, что нужно сделать, это то, что я сделал. Я начал их тренировать. Потому что, что бы вы им ни рассказывали, это не усвоится. Это пролетит, в одно ухо влетит, в другое вылетит. А никакие навыки у них не выработаются, пока вы не начнете их тренировать. Внимание, грядка брюссельской капусты! Вырвать себя с корнем, вылезти на берег и на отдых. Советую выспаться. Завтра, девочки, вас наконец-то ждут трудности. И настолько просто. Знаете, что я делал? Я просто каждое утро у них начиналось. Они приходили на работу в 9:30, а в 10 они начинали работать. И полчаса у них были тренировки. Всегда и каждый день. И эти тренировки были очень простые. Например, сегодня мы отрабатываем выяснить потребность клиента. Все. Продавец, который там, напарник, который имитирует продавца, вступает в общение, и продавец должен выяснить потребность клиента. Так, чтобы было хорошее, приятное общение, так, чтобы человек мог продолжать и так далее. И они тренировались, они менялись местами, они тренировались, они менялись местами, тренировались и так далее до тех пор, пока у них не получалось выяснить. Потому что, вы знаете, какой самый большой барьер к тому, чтобы они выясняли на самом деле потребности клиента? Это страх задавать вопросы. Эти чертовы продавцы, они не задавали вообще никаких вопросов. Они ждали, знаете, как этот охотник, который сидит в засаде и ждет, пока, значит, добыча допустит ошибку и раскроется. Идиотизм, потеря времени, неэффективность, полный трэш. Это очень просто. Чтобы выяснить потребность человека, нужно мне спросить, а что вы нам позвонили, что вас заинтересовало, какую проблему вы хотите решить, почему это важно для вас. Что для вас особенно важно в этом? Каким изменениям в вашей жизни это должно произойти? Естественно, эти вопросы надо адаптировать в зависимости от типа вашего бизнеса и продукта. И это еще тот фокус. Вы знаете, что много часов уходит для того, чтобы продавец научился легко, без напряжения, естественно, задавать эти вопросы и получать ответы. И слушать ответы. И давать чертово подтверждение тому, что говорит этот покупатель, да, ты ему говоришь, там, а почему вы обратились именно в наш салон за постельным бельем? Он говорит, да я не знаю, проходил мимо. Не принимается. Потому что человек не заходит в отделы постельного белья, когда он просто проходит мимо. Если мне, например, не надо постельное белье, у меня нет к этому никакого интереса, я даже туда не зайду, зачем мне тратить время. Если он зашел, его что-то интересует. Это очень важный момент. Он потратил свое время, он перетащил свою тушку из коридора в наш отдел и даже с улицы поднялся по лестнице, зашел в наш магазин, понимаете? Он создал определенные усилия. Это значит, что у него была причина, и задача продавца просто вытащить нахрен эту причину наружу, задавая ему вопросы, да, но у вас что-то все-таки привлекло внимание, что это было, о чем вы думали, может быть, у вас есть какая-то цель, связанная с этим, или вы интересуетесь чем-то, может быть, я смогу ответить на ваши вопросы. Он говорит, да, вы знаете, что-то я заметил в последнее время, что простыни, на которых я сплю, и бла-бла, мне бы хотелось что-то, в этих жарковато. О, очень хорошо. То есть скажите мне больше об этом, то есть что вы используете, какие простыни, какой размер кровати и так далее, бла. И вот все понеслась, мы выясняем потребность этого клиента, потом мы подводим ему, делаем презентацию. И это в любом бизнесе. Или продавцов надо тренировать.
Я не хочу долго застревать на этом вопросе, но смотрите, есть одна причина, почему продавцов нужно тренировать непрерывно. И когда я говорю в 9:30 до 10, я имею в виду каждый чертов день в 9:30 до 10. А потом они работают. Почему? Потому что продавцы на переднем крае. Потому что продавцы постоянно совершают ошибки, это естественно и нормально, потому что продавцы постоянно сталкиваются с возражениями клиентами, потому что продавцы все время сталкиваются с негативом со стороны клиентов, и это тоже абсолютно нормально, это такая работа, понимаете, такой кусок чертовой работы. Я на него накричала. Это было ужасно тупо. Мне понравилось. И поэтому эти упражнения, эти тренировки, которые они делают перед работой, отрабатывая каждый этап цикла продажи, они являются, кроме того, ребята, реабилитирующими. Они реабилитируют продавцов. Потому что если вчера ему клиент нахамил, знаете, что произойдет? Это просто мое наблюдение. Когда я запускал эти тренировки в своей компании, я даже не думал, что это так будет происходить. У меня не было это в голове. Я это выяснил из жизни. Я увидел, что если позавчера там Петя нахамил клиента, и он не смог с этим справиться, что будет делать Петя на следующей тренировке? Он будет эту ситуацию притаскивать, бросать своему напарнику. И они будут эту ситуацию гонять туда-сюда, пока они с ней не справятся. И это его реабилитирует, потому что, знаете, у него в башке теперь, после того, как он потерпел поражение в работе с клиентом, у него торчит прямо заноза, я не справился, и это опасно, и так далее. Иногда, кстати, люди сбегают с этой работы по этой причине. А когда он отрабатывает это возражение, эту ситуацию, прорабатывает ее через тренировку с напарником, у него эта заноза из головы исчезает, и он снова бодрый, веселый и готовый продавать. Вот это самый лучший способ, как эффективно обучать продавцов, чем бы вы ни занимались. В какой бы области вы работали, там, вы продаете недвижку, вы продаете там постельное белье, вы продаете, даже черт побери, что угодно на самом деле, регулярные, постоянные тренировки, желательно ежедневные тренировки. Лучше ежедневная тренировка 15 минут, чем интенсивный тренинг раз в полгода, понимаете? Лучше ежедневно тратить 15-30 минут на тренировки. Да, это стоит денег. Да, вы за это время им заплатите заработную плату. Но вы увидите, когда вы начнете это делать, через некоторое время, если вы в позитивной, доброжелательной манере проводите эти тренировки, вы увидите, как ваши продавцы оживают. И они гораздо более стабильны, они получают больше результатов.